Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие ровные красивые складочки, при этом не используя никакого шаблона. Здесь я подклеивала складочки под углом, это я покажу вам, как делать, и здесь складочки подклеены ровно. Также получается ровные и красивые, но, конечно, разница видна. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится, конечно, лента. Чтобы сделать вот такие складки, никаких шаблонов не надо. Я покажу вариант, где использую горячий нож, где использую ножницы и где использую ручку. И, конечно, мне понадобится линейка. Я беру ленту, линейку, накладываю линейку или под низ, если вам удобно, или сверху. И через каждый сантиметр буду делать маленькие такие обжиги. Не отверстия, а просто отметки. Вот у меня лента торчит на 1 миллиметр. И вот так вот я через каждый сантиметр делаю такие отметки. Вот что у меня получается. Если у вас нет горячего ножа, мы берем ленту также, линейку, накладываем на ленту, чтобы нам были видны все цифры. И вот так через сантиметр мы отмечаем. Сейчас сделаю вот. И сейчас вам покажу. И вот мы сделали такие отметки на ленте. И если у вас под рукой нету ручки, обойдемся без ручки. Накладываем линейку на ленту, берем ножницы и вот делаем. Это надо делать на краю, удобнее. И вот так вот делаем маленькие надрезы. Мне немного неудобно, потому что я уже говорила, это надо делать на краю. И вот такие маленькие надрезы через каждый сантиметр. Я покажу все варианты, как получаются, чтобы вам было понятно. И вот в этом случае у нас тоже есть отметки. Вот они. И вот лента, нарезанная через каждый сантиметр. И, конечно, край ленты обрабатываем огнем. Первый вот этот отрезок подгибаем под низ. Вот совмещаем две отметки вместе. И затем начинаем складывать складочки. Вот, видите, мы совмещаем наши отметки. Совместили, я просто отодвигаю и вот эту сторону изнаночную подклеиваю. На лицевой стороне ничего не делаю, здесь остается вот такой уголок. Теперь следующую складку также складываю, отодвигаю и подклеиваю. Вот здесь лента должна быть ровной. Снова складываю, отодвигаю, подклеиваю. Как видите, ничего сложного, никакого шаблона не надо. И складки наполовину сделаны. И так продолжаю работу. Вот что на этой стороне получается. Пока что они расходятся, потому что не подклеены. Но так обрабатываем всю ленту. На каждую вот такую розетку у меня уходит 25 вот этих лепестков.
Поэтому отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. И сейчас покажу, как подрезать. Подрезаем не под корень, а вот здесь, где у нас следующее идет. Вот так и подрезаем. Здесь у нас будет подогнутый край для следующей розетки, а этот нам нужен будет, чтобы все закрепить. И вот что получается. И сейчас покажу, как обрабатывать ленту, которую мы подрезали ножницами. Работаем, в принципе, так же. Вот подклеиваем край. И теперь вот у нас тут надрезы. Вот, сводим их вместе, делаем складочку, подклеиваем. Сводим вместе, вот складочку, подклеиваем. Работаем точно так, как в предыдущем случае. Все складываем. И у нас получаются такие же складки. Если их подклеивать с внешней стороны, то получится просто ровные складки. Я же пошла более таким трудным путем, сделала под углом. Но сейчас все вам покажу. И также мы делали с ручкой. Подгибаем край, где мы отмечали ручкой. И вот сводим вот так вот все отметки. Следующее. И следующее. Получается все одинаково. И сейчас покажу, как же сложить все вот под таким красивым углом. Мы берем вот этот край, где мы подклеивали, и следующий край. Если вы делаете это в первый раз, то лучше примерить все. Если вы вот так вот подклеите одну, вторую, то, как я говорила, получится ровно. Я же хочу подклеить под углом, поэтому я вот смещу вот сюда. И получается у меня 2 миллиметра от этого края и 2 миллиметра от этого края. Я уже примерила, как это будет. Наношу клей и вот подклеиваю. Вот вы видите, под углом. Здесь наношу клей также под углом. И снова подклеиваю под углом. 2 миллиметра тут, 2 миллиметра тут. Вот вы видите, 2 миллиметра тут, 2 тут. И у меня получается вот такой округлый край. И так подклеиваем все 25 лепестков. Ничего сложного. Вот вы видите, как красиво получается и ровно. И вот я доклеиваю последние 2 лепестка. И сейчас покажу, как все вместе собрать. Вот здесь последний лепесток. Вот вы видите, она у меня уже сама округлилась. Вот этот лепесток и вот этот нижний. Если бы мы подрезали ровно, у нас бы тут вот торчало. Так как у нас есть запас, вот этот мы сейчас подклеиваем вот таким образом. Так же, как все остальные лепестки. Наносим чуть побольше клея. И вот так вот на таком же расстоянии подклеиваем. Даем закрепиться. Если у нас очень большой отрезок, подрезаем. Обрабатываем, конечно же, огнем. Вот здесь нам надо все склеить. Много клея не наносим, так, чтобы просто закрепить. И теперь вот этот край также надо закрепить. И вот что у нас получается. Это все будет наклеено, все выровняется. И посмотрите, какие красивые ровные складочки.
Так, и сейчас покажу, как же будет смотреться складочки, если их приклеить ровно. Не под углом, а именно ровно. Мне под углом нравится намного больше. Сейчас еще пару штук и покажу вам. Вот тоже красиво, но по-другому. Здесь вот такие красивые волны. Я показала вам оба варианта. Каждому выбирать то, что подходит больше. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А интересного еще очень много. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.